абсолютно красивый голос. Мы все знаем, что Димаш может играть везде. Вокальный диапазон от 7 до 8 октав. Как дела в YouTube Family? Добро пожаловать на канал. Меня зовут Джимми, и вы наблюдаете за реакцией Джимми на музыку. Я так рад снова видеть вас, ребята. И как всегда, мы с семьей снова дома и снова на канале вместе. А теперь зацените это сегодня вечером, Ты же знаешь, что это всегда супер-супер вечер, когда у нас на канале наш любимый Димаш и его превосходный вокал от 2 до 0. И я помню, что это было больше 2 лет назад, когда я впервые увидел Димаша на канале, верно? Именно так я отреагировал на то, что моей первой реакцией на Димаша был SOS 2021. И я имею в виду, что я до сих пор чувствую, как эта песня 2-летней давности отзывается в моей душе. Прямо как вечное эхо. Как только ты познакомишься с Димашем, его вокальными данными и музыкальным талантом, ты изменишься навсегда, потому что он действительно великий артист. Я уже говорил это. Я не скрываю, что для меня, твоего мальчика Джимми, Димаш абсолютно лучший певец на планете Земля, будь то мужчина или женщина. Я не видел ни одного музыкального или вокального выступления ни от одного другого мужчины или женщины на Земле, и есть масса замечательных певцов. Но, на мой взгляд, имейте в виду, в глубине души я считаю, что ни один из них не может добиться того, чего Димаш может добиться вокалом. Он действительно играет в своей собственной лиге. Я этого не знал, но, по-видимому, у Димаша также есть брат, который, по-видимому, является музыкантом. Так что сегодня вечером мы собираемся посмотреть на Димаша и Мансура. Надеюсь, я правильно произнес его имя. Это Мансур, Димаш и Мансур, и они исполняют Амира вживую. Так вот, Амир уже был у меня на канале раньше, но, конечно, никогда не работал с братом Димаша, который пел только с ним и Димашем вживую, понимаешь? Так что это будет абсолютно новый опыт, и мне не терпится окунуться в него вместе с вами, ребята. Никогда еще Димаш и его брат не выступали так активно. Это будет здорово. Я ничего об этом не знаю, никогда не слышал эту песню, но это Димаш. И все, кого я знаю, кому Димаш разрешает пойти с ним на музыкальное представление, должны быть высокого уровня. Я имею в виду, что ты брат Димаша. Ты же не можешь ошибиться. Ребята, вы готовы? Что же это будет? Быстрый темп или медленный? Я понятия не имею, но все же это будет весело. Давай сделаем это. Okay. Closed captions in English, guys. Өмір күндер менен күндер жалғасқан өмір мұң менен шаттық алмасқан саған болып қалған өмір сүйіктетіп сүюді үйреткен көңіл қолас кейде неліктен сырлары көп жалған өмір саған қоштарман самға бош арман ақ бұлттай арманға махаббат үні талмайтын жараланбайтын болса жалғанда кейде жас көктем боп тым өктем боп дауылдатсаң дағы өмір ризамын мен саған. Сделай паузу прямо здесь. Давай вернемся примерно на 10 секунд назад. Я просто хочу сказать по-быстрому. Хорошо, мне нравится, что Димаш выглядит так, будто физически он сидит за пианино, но духовно в своем сердце и в своем разуме. Он находится так далеко, в другом месте духа, в месте силы, что он просто способен верните человека в царство природы, выразите его и спроецируйте с помощью любого музыкального инструмента, который он выберет. В большинстве случаев это его вокал. В данном случае он играет на абсолютно прекрасном пианино, как и его брат. Так что я впервые слышу, как он играет на такой гитаре, на классической гитаре, чистой акустической классической гитаре. Прекрасно, просто великолепно играет брат Димаша,
а у его брата такой серьезный, напряженный, очень изученный взгляд, как будто он студент магистратуры. И он относится к этому очень серьезно. Я могу сказать, насколько важно это выступление не только для Димаша, но и для его брата. Мне нравится, как они поют и играют вместе. Кстати, мне нравится футболка Димаша. Только посмотри на это. Черные и белые полосы такие размытые. Просто Димаш выглядит очень стильно. Я замечаю, как он себя ведет. Несколько раз он поднимался на более высокие позиции со своим вокалом, но по большей части эта песня исполняется на более низких позициях. Может быть, на хорошей середине теноровый регистр с его вокалом. И это потрясающе. Я не знаю, собирается ли он раскрыться и просто превзойти все ожидания, как он это делает со своим взрывным динамичным вокалом с более высоким диапазоном. Но если он этого не сделает, меня это устраивает. Мне нравится этот стиль и то, что поет Димаш, и то, как он исполняет эту песню. И, кстати, я думаю, мы выяснили, что если он не собирается полностью менять композицию, то это медленная песня. Это прекрасная песня с глубоким сердцем, глубокими мыслями и размышлениями о любви мужчин. Она просто прекрасна. В любое время, когда у меня будет возможность, я буду рад опубликовать субтитры на английском языке. Многим из вас, ребята, это поможет лучше понять происходящее. Мне это поможет понять, о чем на самом деле поет Димаш на этом языке, но пока что это абсолютно прекрасное исполнение. Мне это нравится. Ғашықпын мен саған, аялаймын, бағалаймын, тағдыр жылатпа, арманның жолында мені қолда өмір қалатпа. Қателесіп, өкіндіріп, кешірім сұратпа. Келер ертең тағы жаңа шақыт күн, әттең тоқтам жоқ шіркін уақыттың ағын болған жылдар. Бақыт көгершіні ұшып келеді, оның тұрақтар жоқ па мекені, амалым не қайран өмір, ақара алмасқан пахналар басқан ашылар парақтар, сапарлас дос табыстырған, қош айтыстырған, өмір жаратқан теңселтпеген. Знаешь, я должен сделать паузу, чтобы вернуться примерно на 5 секунд назад. Я должен сказать, что мне нравится, как его брат играет на гитаре. Она такая плавная и плавная. Просто текучий человек, как вода. Красивые мягкие акустические струны. Он прекрасно аккомпанирует игре Димаша на фортепиано. Знаешь, это не так, он просто дополняет ее и делает это красиво. Он абсолютно идеально перемещается между аккордами и струнами. На мой взгляд, подавляющее большинство звуков Димаша по-прежнему исходит от фортепиано. Конечно же, вокальные данные Димаша просто невероятны, они превосходят все остальные. В этой части песни он использует гораздо более высокие регистры. Я бы не стал опускаться до баса, но знаешь, тенор, средний тенор, альт, сопрано, альт, низкий уровень сопрано, абсолютно красивый голос. Мы все знаем, что Димаш может играть везде. В чем дело, ребята? Вокальный диапазон от 7 до 8 октав – абсолютное безумие, и мне нравится, как плавно его брат переплетается с ними. Я надеюсь, что в будущем эти двое будут создавать гораздо больше музыки вместе. Это просто здорово. Сен енді қол созғайсың маған.
жылатпа арманың жолында елім қол тәуіп бір құлатпа қателесіп өкіндіріп кешірім сұратпа кешірім сұратпа. Я не могу вам этого сказать, ребята. Я не обязан этого делать. Я знаю, что многие из вас чувствуют то же самое, что и я. Я не могу выразить словами, как сильно я люблю Димаша и как мне нравится слышать его голос. Он такой вдумчивый, эмоциональный, одухотворенный певец. Это совсем другое дело. Я имею в виду, что это как бы полный комплект, верно? У него есть такой дар от Бога в области вокала, которому ты не можешь научиться. Ты не можешь научиться петь высокую восьмую ноту ре, которая похожа на язык дельфинов. Он настолько высок, что не входит в реестр пианино. Ты не сможешь научиться так петь. Ты либо получаешь это в подарок, либо нет. И подавляющее большинство людей в мире, вероятно 99,9%, не обладают таким уникальным вокальным даром и талантом, которые могут петь в любой октаве, в любом диапазоне, как Димаш. И не только пой в этих диапазонах, но и гармонируй и возглавляй пение, просто выражай себя вокально, эмоционально и духовно безупречно. Просто идеально. Он просто идеальный артист. Мне почти хочется сказать, что здесь нет места для совершенствования, потому что он здесь. Он само совершенство. Он на пределе своих возможностей. Он воплощение вокального и музыкального таланта. Мужчина. Я не вижу, чтобы ему становилось лучше. Все, что я вижу у Димаша в будущем, это просто исполнение множества стилей и жанров музыки. Ты знаешь, мы слышали рэп Димаша, мы слышали, как они поют оптимистичные танцевальные песни для вечеринок, мы видели, как они танцуют. Мы видели, как они исполняют песни в стиле поп-рок. Мы видели, как они исполняют красивые медленные песни, вдумчивые, эмоциональные, духовные песни о душе, о человеческой душе, о человеческом сердце. Просто все эти вещи, жизненные трудности, любовь, потерянная любовь, все эти замечательные концепции исходят от Димаша Мэна и его способностей, его ума, его способности проецировать эмоции и чувства, которые мы все чувствуем, все видим, все знаем. Но не все можем это выразить с этим невероятным даром, на который способен Димаш, и именно это делает его и его музыку такими мощными. А вот его брат Мансур великолепно играет на аккомпанирующей гитаре, классической просто акустической гитаре, просто чудесно, просто чудесно. Он просто идеально подходит к игре Димаша на фортепиано, но только чуть ниже ее, чуть тише. Таким образом, ты всегда чувствовал и слышал присутствие гитары, но это никогда не было борьбой за контроль или за большую громкость с фортепиано или голосом Димаша. Набор инструментов в этом видео явно был номером один, первый и самый главный – голос Димаша. Вторым инструментом по силе и проекции было пианино, на котором играл Димаш. А третьим и очень близким к третьему была игра на гитаре. В этом видео был определенный порядок, музыкальный стиль, и это было невероятно. Голос Димаша, фортепиано Димаша и гитара Мансура в сочетании – это было абсолютно феноменальное исполнение. Так вот, я понятия не имел, знаешь, я уже говорил это во многих клипах Димаша, я не знал, что это будет грандиозная презентация. Ты знаешь, я подумал, что это может быть немного смягчено, потому что он и его брат живут вместе. Но я не знал, будет ли это где-нибудь огромная сцена с синим освещением, с оркестрами и постановками стоимостью в $1 миллион. Но нет, это точно такая же комната, какую выбрали они с братом. У них есть белый экран на заднем плане и только Димаш и его брат. Просто два члена семьи и их инструменты, и какое влияние это оказало на нас в музыкальном плане. Я просто обожаю Димаша и Мансура. Я думаю, что они проделали потрясающую работу. Я люблю вас, ребята, как всегда, как семью, и не забудьте оставить комментарий в разделе комментариев. Дайте мне знать, что вы думаете о выступлении Димаша и Мансура в Empire Live. Выкладывайте все, что вы хотите, чтобы я знал об этом. И если вы, ребята, можете рассказать мне много интересного о Мансуре Мансур, расскажите мне о нем и о его прошлом, о его обучении. Я довольно хорошо разбираюсь в Димаше и всех его заслугах,
но дайте мне знать о его брате. Его брат учится в колледже и в школе, изучает теорию музыки так же, как он учит меня. Я имею в виду, просто знаешь, сколько ему лет. Все это здорово, чувак. Вот основные сведения о том, как ввести твоего мальчика Джимми в курс дела о Мансуре. Он невероятный музыкант сам по себе, и я с самого начала знал, что любой, кому Димаш разрешит участвовать с ним в музыкальной постановке, должен быть на самом высоком уровне, и что Димаш должен очень сильно любить и уважать его лично. И 2 больших пальца вверх. Димаш и Мансур отлично поработали. Я люблю вас, ребята, как всегда, семья. Большое вам спасибо за то, что вы пришли в Chill Room со своим мальчиком Джимми. На несколько минут отвлечься от вашей напряженной жизни и просто отдохнуть от этого безумия. Мир и просто наслаждаться одним из самых чистых даров, которые у нас есть, даром музыки вместе. Я всегда рад видеть вас здесь, ребята. Я люблю вас. Я надеюсь, что у каждого из вас впереди будет невероятно счастливая неделя. Береги себя, да благословит Господь тебя и твоего мальчика Джимми. Ребята, мы поймаем вас на следующей же реакции.